Привет, дорогие Мы в друзья. Испании, и сегодня мы проводим такой воскресный эфир. Многие, Представляешь, я хотела сказать субботний. Я да, что-то как-то многие на притормозила. выходных, я знаю, Ну, сейчас что пока отдыхают и получают удовольствие от жизни. И мы сегодня тоже в небольшой поездке, и пока мы ждем свой жарко. транспорт назад домой, мы решили с вами Наш транспорт частный стоит у нас на поболтать. парковке за спиной, бесплатный причем, в прекрасном городе на Пока- побережье Пока его Средиземного моют, моря. чистят, и мы решили провести Сейчас, эфир. даже я вам скажу погоду, сейчас 22 градуса, ну это в нашей локации. А давай Ариэл-Коста, сначала здесь звук проверим, а 25. потом ты расскажешь про погоду и про Ну, все ты просто остальное. начал рассказывать. Я всегда даю возможность собраться нашим дорогим, уважаемым зрителям, нашим подписчикам, поклонникам нашего канала, нашим зрителям, которым мы сегодня не успели сделать анонс, потому что так получилось. Сейчас я проверю звук, дорогие друзья. Кто выходит, я вижу, уже есть. Зритель у нас один, по-моему, да? Напишите, как нас слышно. И слышно ли вообще? И слышно да. ли вообще. Ой. Вот. Мы вам расскажем о своих страданиях, которые мы вынесли в эфир, что же у нас там страдальческого такого в Испании. Сейчас мы все расскажем, я только проверю звук. Ну, а мы находимся на побережье, как обычно. Я сейчас вам буквально на несколько секунд переключу камеру, чтобы вы увидели, где мы сидим. Вот здесь. Где мы страдаем? Где мы страдаем, да. Вот такая вот О, у нас нас слышно набережная. хорошо, Алексей. Слышно хорошо. Ну, отлично. Тогда я камеру переключаю на нас. Так, у нас И мы с вами сегодня 3 зрителя. побеседуем. Дорогие друзья, прежде чем Всем привет. мы вам расскажем о том, почему мы назвали так сегодняшний наш ролик, не забудьте, пожалуйста, поддержать это видео лайком. Прямо сейчас нажмите на значок под видео, который вот так символизирует лайк. Музыкантик Можете прилетел. пригласить на наш просмотр, на наш прямой эфир своих друзей, родственников и знакомых, тех, кого интересует жизнь в Европе, Испания, просто теплые, жаркие страны, какие-то интересные прямые эфиры. Всегда рекомендуйте, кидайте, нас станет больше, видео и общение наше будет интереснее. Мы будем обязательно встречаться с вами. Все впереди, не только в прямых эфирах, но и в жизни. Мы часто встречаем своих подписчиков в жизни. Просто так вот, ну, может быть, когда-нибудь организуем встречу подписчиков. Это тоже будет интересно. Не, ну мы уже запланировали. Да, у нас Следующий год запланировано на следующий год. Мы обязательно все расскажем, покажем, объявим. Все, пишите, откуда вы нас смотрите, как у вас сегодня настроение. Сегодня выходной, погода может быть разная. У нас сегодня солнце, 25, солнечный день. 26. Да, вот, собственно, еще раз скажу, не забывайте ставить лайки, подписывать видео, подписывать свои комментарии, рекомендовать нас друзьям, расшаривать наше видео. Для чего? Еще объясню, для того, чтобы видео наши видели больше людей знали о жизни в Испании, об этой замечательной стране. Не то, что говорят в новостях, пишут разные там ерунду про засуху, про прочее, а мы показываем то, что есть вот нашими глазами, без всяких каких-то там проплаченных контентов. Ну, а кто из Испании, я и говорю. Buenas tardes. Buenas Somos tardes. Алексей и Татьяна, и мы вещаем. Vivimos en España. Да, живем в Испании 5 años, и вещаем вот как casi раз 6 здесь años. с побережья. Sí, bienvenido a nuestro канал. Добро пожаловать на наш канал, или как там финны говорят, терветулова. Да, welcome. В общем, на всех языках почти сказали. Да. Вот, друзья, ну что ж такого страдальческого, почему мы это назвали? Удивительные вещи иногда нам пишут, да, последнее время, там некоторые, и вот буквально сегодня, ну, пришлось прямо даже немножко убрать этот комментарий, там уже слишком, по-моему, человек зашелся в своих предположениях, и вот страдальческий у нас вид периодически, там, с пляжей, да, Испании, когда мы показываем рынки, пляжи, красивые города, север Испании. Он прямо вот пишет, человек, что так следит за нами много лет. 5 лет. Даже больше, чем нашему каналу, что у нас очень страдальческий вид. Мы страдали здесь, в Испании, оказывается. Мучаемся, страдаем, переживаем. И вот он прям обеспокоен Поэтому этим. предлагаем в этом эфире пострадать вместе и просуждать на эту тему. Поэтому мы вышли сегодняшним воскресным, непреднамеренно вышли в эфир для того, чтобы сказать, дорогие друзья, нам нравится страдать в Испании. Вот уже 6-й год, почти 6 лет. Вот. И на самом деле сказать нашим друзьям, родственникам и знакомым, что у нас все хорошо. Нет повода вообще для страданий, ну и порассуждать на эту тему, что ж такое там новости. То нам подписывают, что Испания скоро засохнет. То клопы оккупировали. Те, кстати, клопы не кусают. 70% пустыни вот будет в Испании через сколько-то там лет.
И воды нет, и засуха. А мы вот, представляете, мы ездим по Испании, ходим, смотрим, общаемся с людьми, и вот такой вот прям катастрофы такой никакой не видим. Да, Фрукты есть. подорожали. Ну, есть действительно подорожание, есть действительно то, что лето может быть одно более жаркое, одно дождливое, год на год не приходится, как в любой стране, я думаю, так и в разных странах, наверное. Вот сейчас мы сидим тепло, действительно. Но были и ветра, были и дожди, и, в общем-то, погода разная. Погода разная, но общаясь с людьми, которые занимаются выращиванием каких-то сельскохозяйственных культур, в общем-то, мы такой глобальный, суперглобальной проблемы с поливом воды не видели. Да, может быть, сбор воды из-за того, что апрель 23 года был менее дождливый, и в водоемах по сбору воды, которые вот собирают и откуда поливаются вот эти Ну, поля, там, поля, тогда. да, сельскохозяйственной культуры, конечно, наверное, сбор воды был меньше. И, может быть, все, конечно, там, как в принципе, наверное, во все страны, да, в мире обсуждают глобальное потепление, но в глобальном смысле климат изменяется на планете, к чему, в общем-то, и призывают, да, многие, что там Сейчас, надо. Танюш, тебя дополню. Ну Многие вот. считают, что в Испании вот урожай собрали и все, ждать следующего года. Вы ошибаетесь, вы не сравниваете с своей страной или с той территорией, где зимой морозы минус 30. В Испании, вот мы как сколько живем и сколько смотрим, сажают поля круглый год. Вот что-то убрали, посадили новое. Посадили... Да, нам пишут: здравствуйте, очень красиво. Gracias por la maravillosa transmisión. Всем привет. Не обращайте внимания, все от зависти, пишет Карина. Солнце ласковое, хоть кто-то в люди вышел. Надо радоваться за таких людей. Всем привет. Всем привет, кто у нас на канале. Действительно, давайте. Мы рады, что вы нас поддерживаете, а мы поддерживаем вас и несем вам позитив и хорошее настроение, чтобы вы также, посмотрев это видео, получили удовольствие. И хотим некоторые слухи вот эти вот развеять и убрать. Во-первых, то, что мы не страдаем на самом деле. Вот для тех, кто думает, что сейчас что-то такое трагичное где-то, да, вот в Испании там то ли клопы, то ли засыхает, то еще какую-то там сегодня нам писал человек, там закрываются заводы, фабрики, и вы со страдальческим видом. Ну, я понимаю, что приходят на канал тролли, приходят люди, которые за деньги должны чего-то написать, не зная и не бывая никогда в Испании, наверное, и, может быть, вообще ни в одной европейской стране, но мы стараемся поддерживать доброжелательную атмосферу на нашем канале. В общем-то, я никогда не блокирую так вот людей, даю им выговориться, но когда человек уже там свое 5-е или 10-е сообщение пишет, переходя на личности, то, конечно, это у нас закрыто. Не оскорблять зрителей, ни страны, ни национальности, ни себя, ни кого-то еще мы, конечно, не позволяем. Кстати, друзья, Вот, если вы но- согласны с нами, ставьте лайки прямо сейчас, и мы увидим, сколько человек с нами согласны вот именно вот по этому поводу. Единственное, мы сегодня находимся в очень красивом местечке, которое называется Вия-Хайоса. Может быть, кто-то знает. Вот там немножко дальше Бенидорм, замечательный город. И единственное, что сегодня меня вот здесь немножко докучает, это, наверное, мухи, которые появились, такие осенние. Вот, это после клопов. Да, но при этом великолепная погода. Туристы вот были из Швеции, у нас соседи приезжали, каникулы были. Поэтому все, в принципе, в порядке, я думаю. То есть даже иногда читаю сообщения, не понимаю, откуда люди это берут, какой-то бред, который, может быть, даже или гипертрофированная какая-то новость, поступающая из Испании, она вот увеличена в какую-то призму такую, да, Мгм. и сквозь вот это увеличительное стекло пишут какую-то чепуху. Но в основном, конечно, иногда проходит по нам, но мы это уже привыкли, мы это уже не воспринимаем давно. Вот, поэтому хочется сказать, что да все в порядке, в принципе, да, с погодой, с природой, с туристами, с отдыхом. И Многие считают, что мы занимаемся туристическим бизнесом. Нет, друзья, у нас нет клиентов из туристического бизнеса, мы не занимаемся с туристами, мы не гиды. И сколько вы нас... и недвижимостью мы не занимаемся. Те, кто мы не, пытается мы не нам, продаем да, квартиры те, на кто нам пытается побережье. написать, что у вас там с туризмом все плохо, ну, друзья, нам это никаким боком. Вы нам ничего не скажете. Мы видим, что туристы сидят, рестораны полные, отели полные. Мы попытались снять кемпер. Кемпер стоит, еще раз подчеркну, дороже, чем отель. Если отель можно снять в районе 100 евро, там от 80 до 100 и отдохнуть на море в сутки, я считаю. А если вы берете кемпер, то кемпер уже цена начинается от 130 евро, ну плюс вам нужно еще заправить его, плюс нужно оплатить стоянку, плюс нужно доехать, потратить свое время и так далее, и так далее. То есть кемпер это не дешевое удовольствие, это дорогое, но это очень приятно для тех, кому это интересно. Я не говорю про тех, кто уже имеет свой кемпер, путешествует, это уже
стиль жизни. А если Привет вы... нам пишут, Рендокс, да? Привет, кто Привет, кто присоединяется. И присоединяется. те, кто вот ездит на Поддерживайте кемперах, конечно, лайками. это другие люди, у них другая вообще не то, что это другие эмоции, а если вы просто хотели отдохнуть, уединиться, куда-то поехать на край океана, то кемпер, да, в этом есть смысл, потому что очень много стоянок именно на границе океана. Мы тоже хотели взять кемпер и поехать, но, к сожалению, столкнулись с сожалению, тем, да, что очень много туристов, очень просто много. нет свободных, и причем они до конца ноября уже все разобраны. Я хочу еще вставить свои 5 копеек. Вот, кстати, когда закончилась пандемия, наверное, испанцы сами очень сильно бросились во внутренний туризм. Именно кемперы вот эти снимают в аренду, в кемпингах останавливаются. И с той поры вот эта вся тенденция, мне кажется, не останавливается. И когда в этом году мы были вот буквально несколько месяцев назад на севере, я обратила внимание, что внутренний туризм, именно испанцы из юга едут отдыхать на север летом. И нам действительно, мы знакомились с семейными парами, они говорили, что да, мы из Валенсии, мы едем на отдых, мы внутренний туризм, то есть мы таким образом хотим и сами отдохнуть, и поддержать свою страну, и нам это приятно, выгодно и удобно. Но действительно, когда страна имеет такую береговую линию, с одной стороны это Средиземное море, с другой стороны, там где Галисия, это вот Атлантический океан, да, чуть дальше это это Астурия, допустим, страна Басков, да, Кантабрия, да. это уже идет нам, ну, тоже, можно сказать, Атлантика, Бискайский залив. Естественно, мне кажется, есть и горы, есть и снега, есть и жара, есть и прохладные леса. В Пиренеях выпал снег. То есть, в принципе, вот у испанцев, можно сказать, и у нас, резидентов Испании, у нас нужды уезжать из этой страны на отдых, в принципе, ну, по большому счету нет. Мы можем и жить, и путешествовать в своей вот этой вот стране, в королевстве Испания. То есть это достаточно самодостаточная страна. Пусть у нее там, может быть, она не с самой сильной экономикой в мире, и есть, конечно же, какие-то были падения. Но мы, кстати говоря, во время пандемии, мы думали, что недвижимость резко упадет в цене, что люди будут продавать массово свои квартиры. Но вот этого Ничего вот не не произошло, произошло. Может быть, это кого-то разочаровало, но мы видим, что квартиры продаются даже дороже, чем они как бы приобретались. То есть сейчас новые квартиры очень, вот по побережью, у нас, во всяком случае, очень такая идет активная На застройка. 30-40% подорожало новое жилье от того момента, когда мы Но я приобретали хочу сказать, свое. что заполняются все вот эти пятнышки, которые за 10 лет, когда мы здесь приезжаем, уезжаем, мы видели пустые пятна после там 8-14 года экономического кризиса. Сейчас потому что реально видно, что идет строительство. Конечно, есть какие-то, как в любой стране, может быть, минусы и трудности. Розовых очков у нас давно уже нет, мы всегда всех предупреждаем, что готовьтесь, каким-то могут быть и трудности, конечно же, при переезде. Но вообще я считаю, что человек, он сам несет всегда какую-то свою энергетику, какие-то свои желания, мысли, да. То есть ты можешь быть пессимистом, приехать и действительно страдать. Пессимистично, сидя дома Сегодня и говоря, один из страдал что у нас под роликом, под видео, и Ну, он написал: вы, наверное, не общаетесь с местными жителями, вы не знаете, что как плохо в Европе. ну, мы Могу рассказать, общаемся с ним, мы живем. совсем недавно общались как раз с нашими соседями из Швеции, которые живут в Рендокс Европе. пишет, а вы меня, наверное, не помните. Сколько месяцев гостиница Стрежня стоит? Ну, от Ну, 80 до 100 евро это хорошая там четверка, где можно хорошо отдохнуть в хорошем месте. Если д- вы где-то Ну, в общем, нам далеко... пишут добрый день, Ага. хорошего вам дня, ставят лайки. Спасибо вам огромное, друзья, кстати, за лайки. Кстати, И друзья, большой пишите ваши комментарии, мы их обязательно прочитаем. И, ну, я продолжу вот про того товарища, который писал под видео, что в Европе Чат все не плохо. читающий свою тараторят. Нет, ну подождите, вот опять какие-то оскорбления идут. Что значит тараторят? Мы сначала рассказываем то, Мы что хотели сказать, а потом переходим к комментариям. вышли с вами пообщаться. Мы обычно всегда разговариваем, рассказываем что-то, что нам есть сказать. Для этого мы выходим в прямой эфир. И потом, конечно, зачитываем то, что вы нам пишете, и отвечаем на какие-то вопросы. Но при этом хочу напомнить, дорогие друзья, правила, наверное, любого уважающего себя канала. Канал — это наш дом, и мы не позволяем, конечно же, немножко нам хамить. Какие-то переходы на личности, оскорбления. Это неуместно, это не красит вас прежде всего. Мы это можем легко забанить, то есть это все очень легко. Но не хотелось бы общаться, потому что мы создавали канал этот для общения, мы создавали канал для того, чтобы рассказать об Испании. Он у нас был такой, ну, скажем так, на добровольных началах, да, хотелось показать, как мы продлеваем документы, как мы живем, какая красивая страна, что здесь вообще есть. Это был некоммерческий проект.
Но при этом жизнь, она развивается, и мы тоже чем-то занимаемся, и мы будем об этом рассказывать, конечно, и мы немножечко рассказываем об этом. Иногда получается, что мы читаем комментарии не очень приятные, зная и подозревая, кто их пишет, выясняя по каким-то, ну, для себя маркадорам, да, и с удивлением можем отмечать, что иногда это бывают соседи, знакомые люди, вот они что-то там. Вот. Давайте не будем опускаться до каких-то склок, а просто спокойно пообщаемся, потому что мы действительно хотели выйти, как обычно, в субботний, воскресный, добрый вечер и рассказать вам о том, Что происходит в что Испании. происходит в Ну а Испании, так как да. у нас канал позитивный, мы в позитивном ключе все это и общаемся. Продолжу про наших соседей из Швеции, которые также живут Ой, в ну вам прям ничего Европе. не скажи. Нет, давайте я не буду читать уже эти... Да, Давайте... мы ответим на ваши комментарии чуть по позже. факту. Я просто уже третий раз пытаюсь Да, рассказать. да, извини, пожалуйста. Просто в сообщении было, что в Европе очень плохо живут люди. Вы спросите у местных жителей или там кто-нибудь, кто приезжает из Скандинавии, как там плохо, как они там концы с концами не сводят и так далее и тому подобное. В итоге мы пообщались с нашими знакомыми из Швеции, и вот они, а их не было здесь почти год. И я задал вопрос, кстати, говорили мы на английском языке, они прекрасно владеют английским языком, и меня удивило, я первый вопрос задал, говорю, а как вы вообще, ну как бы вы в жизни используете, они сами не из Швеции, но живут в Швеции, и не русскоговорящие, я говорю, а как вы вообще общаетесь в Швеции? Они говорят, что дети учатся в Швеции, разговаривают на шведском языке, они потому что родились там. А мы выучили английский, и у нас 90% общения происходит на английском языке в Швеции. Ну и, естественно, мы шведский язык Да. тоже знаем в рамках того момента, чтобы общаться, и нам его хватает. И на мой вопрос, когда я задал, где вы были и что происходило, почему вас так долго не было, ну, наверное, там кризис там, и так далее, они заулыбались, сказали, да нет, у нас все в порядке, мы просто путешествовали сначала в Японию, мы давно хотели посмотреть, потом слетали в Таиланд, после этого нам рассказали про Мальдивы, они слетали на Мальдивы, и после этого слетали в Арабские Эмираты, где они тоже ни разу не были. И после этого нам вот под видео пишут, что здесь концы с концами не сводят местные люди. Ну, вы посмотрите, самолет, который летает ежедневно из Мадрида и из Барселоны в тот же Дубай, а там дальше идут пересадки куда угодно, и самолеты заполнены, их никто не отменяет. Так что, друзья, я считаю, что это человек действительно пишет за зарплату, и Ну да. это Такое случается. не Иногда совсем. случайно люди приходят на наш канал, пишут всякую ерунду сами там вот. Но я думаю, что люди как приходят случайные, так и уходят. А мы, в принципе, для тех людей, кому действительно интересна Испания, какие-то вопросы, кто переезжает или уже переехал просто, какая-то информация, мы, в принципе, снимаем для таких вот людей, которые действительно интересуются, они просто хотят или попиариться, или там, допустим, выйти просто за зарплату, как Алексей сказал. Вот, не будем об этом. Вот таким образом, в общем-то, что сказать, мы уже почти 6 лет в Испании, и общаемся и с местными жителями, конечно, много интересного. Стараемся снимать, может быть, и про гастрономию, и про цены, и про города разные. И действительно, вот не нравится людям, когда, особенно людям отсюда, с побережья, с Аликанте, да, почему-то не нравится, когда выкладываешь ролики про красивый север. Ну, дорогие друзья, это объективно. Я думаю, что Испания вся красивая такая, да? Ну, хотя я вот с Татьяной мы часто обсуждаем, и я говорю, вот я сейчас смотрю погоду на севере, там ежедневно дожди. Ну да, у нас, может быть, не хватает Ты дождей. знаешь, вот меня не пугают эти дожди. Вот Татьяна говорит, что ее не снега пугает. 35 градусов, И минуса нет, когда нам снега по коленке нет, даже вот по пояс, да, там. И по когда горлышко. нам пишут, что Испания превратится в пустыню, и здесь Это засуха, и смешно не хватает просто. воды, ну, Просто друзья, вы смешно. географию хотя бы посмотрите. Просто Испания смешно. поделена, там в Испании вообще, по-моему, 3 зоны по солнечной инсоляции. Андалусия до Севильи — это самая максимальная 5-я зона, мы проживаем в 4-й зоне, чуть повыше 3-я зона. Кстати, Пиренеи, наверное, 2-я еще, потому что там более северней. Так что тут нельзя сказать однозначно, что в Испании там все плохо, как вот сейчас говорят, в Европе клопы, да? Ну да, это смешно. Но клопы-то, наверное, есть у всех. Мне подруга рассказывала еще, там, кто-то ей говорил еще про Москву. Она жила в Москве, что там у кого-то в общежитии клопы завелись. И это было Да, много в лет Томске назад. у меня друг что учился вы, в это университете, просто смешно. общежитие было переполнено клопами, только про это Вы по знаете, телевизору ну, не ну, это говорили. просто смешно, да, есть разные моменты, да, есть тут города чище, грязнее где-то улочки. Кстати, вот Аликанте мы сходили, показали немножко, Кстати, да, интересный момент, да. что город там немножко улицы не помыты. И вот вчера я увидела новости, что мэр города
Он как раз-таки организовали они 116 новых бригад по уборке улиц и набережных, и пляжей города Аликанте, и закупили 55 единиц новой техники. Показывали там и чистилки, и тракторочки, и поливалки. Так что все сдвигается. Вот видите, просто нужно как-то Аликанте будет показывать, чище. рассказывать и обращаться, наверное, в администрацию. В принципе, любить свое место. Самое главное, мы всегда говорим, что любить свое место, не место красит человека, а человек место. От людей очень много зависит, от нас с вами, да, убрать за своей собачкой каки, да, если она пописала, носите бутылочку какую-то там с водой, с хлоркой или с ферри, я не знаю, что-то такое. У нас, кстати, собака была, когда в Питере, она никогда не могла делать это вот просто на асфальте. И она ждала, вот так вот терпела, бежала до определенного места выгула собак. И я всегда писала в администрацию свою, что организуйте нам место выгула собак. На что тебе ответили? 2 года денег нет. Ну да, но тем не менее, под лежачий камень вода не течет. Я всегда писала у себя в электронную приемную, и мне отвечали, и как-то мы пытались это сдвинуть. То есть человек тоже может, наверное, немножко как бы в любой стране житель, резидент может какой-то инициативой выступать, что вот окурки на пляже или либо как-то грязные улочки чуть-чуть помойте там, допустим. Ну, то есть вот так вот. То есть это не вызывает у нас страданий. Потому что мы живем в стране, где местные жители очень хорошо к нам относятся. И, кстати, мы общаемся с местными жителями. И вот, кстати говоря, больше всего замечаний каких-то, больше всего колких каких-то писанин, и именно, вот, извините, от наших соотечественников мы получали за все эти, живущих здесь много лет. Но при этом очень много хороших людей здесь нам встречается, добрых, искренних, хороших, которые не делают вид добропорядочных соседей, да, что вот все там чмоки-чмоки, встретились, ля-ля, за спиной. Такие тоже здесь есть. Вот, писать что-то или говорить. Очень много хороших людей встречается. Ну что, друзья, 22 минуты в эфире. Так, мы, наверное, сейчас переходим к вопросам-ответам. Джой, спасибо за видео про ошибки переезда. Нам очень полезно было посмотреть, как начинающим иммигрантам. Ну что, спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что вы смотрите. Мы, значит, наша какая-то деятельность такая, как это сказать, добровольная, да, на добровольных началах. Она не зря, и не зря мы снимаем, и не зря мы чем-то делимся. При этом я всегда говорю, что вот это вот как бы желание поделиться, может быть, оно было основано тем, что... Ну, потому что вот кто-то реально из людей видит подвох. А зачем вы снимаете? Зачем вы делитесь этим бесплатно? Ну, просто, понимаете, была сложность при переезде. Мы тоже как-то сталкивались со многими вопросами. Чем-то хочется поделиться. Ну, конечно, мы не рассказываем всю свою жизнь здесь. Это было бы смешно, наверное, да? Но есть такие моменты, которые... Есть моменты, которые хочется Можно я поделиться? сейчас расскажу? Да, когда да. мы приходили в полицию, и первый раз, когда мы приехали, и когда мы поехали в полицию сдавать отпечатки пальцев, с нас сняли за это баснословную сумму местный помогалы, так назовем, в кавычках. И когда мы стояли там в очереди в полиции... Ну, это было ужасно. Но это было для нас вообще первый раз, первый наш опыт. Мы еще не знали, что к чему и как все это называется. И рядом стояли выходцы из, по-моему, или Колумбии, или марокканцы. Ну, короче, люди, которые вот они стояли также с нами в очереди, и они друг другу помогали. То есть человек пришел, когда он не знал... Не за деньги, а просто что, так. он просто в очередь спросил, скажите, что делать. Ему тут же подбежал. Кто-то сказал, как заполнить. Кто-то показал на объявлении, в каком виде это делается. Это было очень Кто-то подскочил, тут же скинул, говорит, дай свой телефон, я тебе скину все ссылки на все сайты, и где ты можешь зарегистрироваться, где получить электронную почту, где получить НИИ и так далее. И я смотрел, мне было несколько обидно за наших русскоговорящих товарищей, которые вот именно водят за руку за бешеные деньги. То есть это не стоит того. ТАССа стоит там 16 евро, чтобы посетить сейчас 21, полицию. да, ну, сейчас 20, 21, да, сейчас чуть 20, подорожало. 21. И за это брать 450 евро, ну, ребята. И после этого Татьяна и стала снимать в результате ролики. я продлевала уже потом сама, сына продлевала сама. Вот сейчас на пятилетку, когда мы продлевались, я собрала документы сама, я сходила к адвокату, я уже об этом говорила. Она не русскоговорящая, поэтому она взяла, ну, недорого за консультацию. Есть моменты, которые действительно нуждаются в консультации адвоката, и вот именно не тот, кто просто поможет, кто там, но действительно лучше брать адвоката, который реально вникнет в вашу проблему, решит именно для вас, как открыть в банке деньги, как перевести, как сделать так, чтобы это все было законно, не просто вот там тетя, которая помогает на улице, да, или там где-то. Да, который создает сначала проблему, что проблема снежный ком вырос, лучше... и стоило это намного дороже, а потом попробовать решить это. При этом, конечно, старайтесь
мы стараемся так поделиться, потому что мы знаем, что вот люди говорят, бельгийцы, например, у нас очень много соседей бельгийцев. И когда вот так им рассказываешь, для них это дико, потому что если они решают какую-то проблему, они вот так соседи с соседями делятся и как-то стараются помогать друг другу. И сейчас у нас очень хорошие соседи образовались, соседи русскоговорящие из Германии, из разных других мест, из Польши. И мы стараемся друг другу как-то помогать, мы стараемся взаимодействовать и рассказывать друг другу, что, где, как, то есть делимся какой-то информацией. Это действительно очень важно в другой стране, и именно вот социализировать с теми людьми, которые являются твоими единомышленниками. Как правило, это вот соседи могут быть. Может быть, это где-то на работе, может быть, это где-то в студенческой среде. Я заметила, кстати, что вот есть и в школьной, и в студенческой среде есть тоже больше как бы людей, готовых поделиться, но не всегда. Вот наш младший сын, ему легче общаться с местными жителями, с испанцами он дружит. Он говорит, что ему как-то проще, веселее. Они как-то готовы вот все рассказать, помочь. Если он шел там, ну, какие-то вопросы у него были по своим делам, они прям готовы были бросить все и идти ему помогать. Не, ну я сейчас расскажу. Вот, это Может, очень секундочку? важно. Тоже интересно, кто будет нас смотреть. Мы потом снимем обязательно ролик. Вот, допустим, сейчас проблема у многих со сдачей прав. И многие не знают, с чего начать и как все это сделать. Наш Станислав пообщался со своими испанскими товарищами, рассказал, ну, просто поспрашивал, какую автошколу лучше. На него посмотрели, сказали, что а зачем автошкола? Мы все сдаем сами. Автошкола тебе нужна будет только тогда, когда ты сдашь экзамен, и тогда ты просто заплатишь за вождение. И что он и сделал, он обучился абсолютно бесплатно, он решал на, я так понимаю, ТОДА-тест, да? Он знает испанский хорошо. Мы потом все это дело снимем ролик, вам все расскажем. Он в итоге прорешал все эти тесты, сам зарегистрировался на ДХТ, на сдачу Нет, экзамена. Ну, давай скажем так, и сдал этот экзамен. Люди, которые приезжают и не знают испанский язык, то тогда действительно вам нужно идти в русскоговорящую автошколу. Сейчас, слава богу, есть выбор. Вот. По цене, там, и по каким-то услугам, по локации, все. Ну, Если вы знаете испанский язык, то, конечно, можно самостоятельно, особенно если кто-то сдавал, там из родственников, друзей, знакомых есть книжка, есть там возможность прорешать туда тест, то, в принципе, это возможно. Это возможно, не переплачивая бешеных денег. Это возможно, вам придется заплатить просто госпошлину, сдать теорию, подъехать самостоятельно и дальше взять в любой автошколе, взять матрикулу в автошколу для того, чтобы проходить практические уроки вождения. Их можно взять от ваших талантов от 2 до бесконечности. Стоят они там от 30, там, я не знаю, 35 евро и до тоже там до 45, может быть, смотря какая механика или автомат. И сдавать практику, тоже заплатить госпошлину, пройти врача, психотехнику, это перед теорией, это тоже стоит какую-то денежку, в общем, но это все можно самостоятельно сделать. Ну, что-то около 30 евро. Ну, Да. в итоге я вот у Стаса спросил на сегодняшний момент, сколько ты потратил денег, потому что он сам оплачивал себя из своих заработанных средств, и он сказал, что я, говорит, потратил 90 с чем, ну, около 100, это пошлина за 3 экзамена, это можно либо 2 теории, либо 1 практика, либо, если вы с первого раза сдали теорию, то вы можете 2 раза сдавать практику. Это входит вот в эти почти там 96, по-моему, или 98 евро госпошлина. Психотехника стоила в районе 30 евро, ну, это вот уже почти 120 евро. И помимо этого он еще, по-моему, фотографию, да? Да, фотографии, но это, вот. по-моему, уже копейки. позже нужны. Там, ну, копейки какие-то. Причем у них они подходят даже из той будки, которая вот как у нас в торговом центре, центр коммерциаль, есть такая будка, где Да, но можно никакими сфоткаться. теоретическими Это всё подходит. экзаменами платными он не пользовался. Он пользовался абсолютно бесплатной версией ТОДА-тесты, прорешивал также на ДХТ экзамены перед подготовкой, и все остальные регистрации он делал Но опять-таки, самостоятельно. друзья, мы никого ни на что не призываем и не отговариваем. Если вы не уверены в своих силах и не знаете испанский язык, то можно идти в автошколу. Даже если вы знаете испанский язык, вы тоже можете идти в испаноговорящую автошколу, либо сдавать на английском языке. Но если вы верите в свои силы, если вы хотите пробовать, сэкономить, даже не сэкономить, а вот оптимизировать, и вы верите в свои силы, вы можете пробовать. Вы, может быть, молоды, активны или не молоды, молоды душой, или, ну, в общем, это некорректно все говорить. То есть, но, тем не менее, если вы вот настолько уверены и хотите двигаться и пробовать, вы можете сдавать сами и знаете испанский язык. Ну, Вы я можете хочу сказать, сдавать, Татьяна, если бы я знал
четко по полочкам разложенную ситуацию, как сдать на права здесь в Испании, и что Ты бы это... пробовал сейчас Я сам, бы да? сейчас однозначно делал бы самостоятельно, и те, кто... Ну, вот мы очень много времени тратили именно на поездки в автошколу, изучение, вот это разжевывание, которое абсолютно не Ну, нужно. давай так. Солнце ласковое Мгм. нам пишет. Хорошо. Ой, такое хорошее название. Солнце ласковое, да? Солнце Да, ласковое. классно. Классно. Ставим вам лайк. Да, хорошо, Кстати, вы, когда друзья, есть тоже порядок. поставьте лайк. Ну, только непонятно, девушка это или юноша, ну, наверное, девушка. Ну все, задавайте вопросы, мы Так, ответим. хорошо, когда есть и порядок почитаем. в любой стране, так и должно быть, по идее. Да, я с вами согласна, действительно. Так, Мария, приветствую вас. В каком городе вы живете и где учится ваш сын? Мы живем в Ориуэла-Коста, это провинция Аликанте. А наш Сын сын наш учился, в смысле, в автошколе или... в автошколе он не учился, он Если- сдавал смысл. Если в школе, он учился в колледже Нью-Кастеллар в Сан-Педро. Да. Частный колледж. Можем его рекомендовать. Действительно очень хорошее, достойное обучение. Вот. По ценам спрашивайте туда, потому что все по-разному. У нас была одна цена, потом цена выросла, и, в общем, все условия разные. Поэтому все туда. Зависит от возраста детей, от пакета, который вы как бы приобретаете, да, транспорт, питание или вот секции, то есть все туда. Форма. В автошколе он не учился, он изучает самостоятельно, если про автошколу. Вот. А Таким сейчас он образом. учится в университете Аликанте. Фу, тут мухи, конечно, так что я извиняюсь, что я машу, размахиваю руками, вот это единственное на этом побережье. Так, Андрей пишет: приветствую вас, очень рада искренне за вашу семью, спасибо вам за все советы Спасибо, и помощь, Андрей. это нужно и важно, спасибо. Слушайте, спасибо большое, вот, потому что действительно хочется обратную связь слышать и видеть, а нужно ли это и полезно ли это. Если нужно и полезно, то мы будем обязательно с вами делиться всем, чем мы вот считаем нужным поделиться. Не стараемся мы кому-то тут навредить или обидеть. Всегда говорим, что и в автошколе было очень хорошо и замечательно. У нас русскоговорящие в Торревьехе. Хороший коллектив, хорошие преподаватели, хорошая атмосфера. Ну, из автошколы мы принесли очень Мы много учились друзей. в автошколе, Да, да. познакомились там. Очень хорошие профессоры. То есть тут вообще без вопросов. Даже то, что стоило там повыше, чем в испанских, нас, в принципе, устраивало вот именно подход, отношения, практика, сдача, теория, лекции. Ну, все замечательно. Так что все, мы делимся какой-то своей информацией, а уже окончательный выбор, он всегда за конкретным человеком. Читаем дальше. Так, ну, Андрей тоже пишет, пропустили несколько ваших видео, может, вы уже пошли на изучение испанского. Нет, еще пока у нас очень много дел других, пока не пошли, пока вот стараемся онлайн или что-то Мы в такое. последнее время Урывками. изучали английский. Да, от соседей. У нас приехали англоговорящие соседи, и мы Швеция, да. вот почти неделю мы общались на английском языке, но очень прилично прокачали английский, вспомнили. Старались, надеюсь. Как бы тяжело было переключаться с испанского. Нет, у нас пока нету времени и возможности, пока еще не пошли. Испанский мы немножко это как бы смотрим какие-то ролики. Но в любом случае скажу, что вот именно конверсацион, да, по-испански называется, Вы вот молодцы, это Андрей тоже общение, пишет. это очень развивает. Солнце ласковое пишет. Благодарю, да, девушка. Ну, вот видите. То есть Классно. общение именно вот с соседями, с реальными людьми, это очень продвигает любой язык. И когда ты общаешься, одно дело ты изучаешь по книжке, и там, может быть, там вот мы ходили, занимались и в школу языковую, но когда ты общаешься вживую, и у тебя, когда запас слов заканчивается, у тебя появляются те слова, которые ты вроде бы как и не помнил, но они проявились, и действительно вот все-таки именно общение такое вот с людьми, именно разговорная речь очень продвигает. Андрей пишет, что у вас подорожало сильно. Вопрос так. И спасибо пишет тоже. Сильного я вообще такого особо Что у не нас вижу. сильно подорожало? Нет, топливо у нас также вроде 1,6, 1,5, да. То есть я бы не сказала, что оно туда-сюда, то есть как бы все остановилось. А за продуктами на рынок мы ходим, в принципе, также все. Вот у нас есть любимый продавец из Марокко на рынке, да, у него все по 99 центов. Как то есть было, все так и баклажаны, есть, да. кабачки, то есть так вот все помидорки. Ему просто легче так считать, Да, все то по одной есть цене. он нас уже знает, он нам всегда так это все по-дружески, все хорошо. То есть чесночок также у нас другой любимый продавец. Давай, Татьяна, не Нет, так я просто скажу. хотела сказать. Я скажу так, что если мы когда только приехали, мы снимали ролик «Средний чек» наш, вот мы поход в магазин, средний чек у нас был в районе 20 евро. Сейчас вот я буквально сегодня был в Лиделе, как раз затарился, Уже 30, да. завтрак, обед, у меня вышло на 36 евро. То
То есть, ну, не знаю, дорого это или недорого, но на семью из 4 человек 36 евро, я считаю, что это нормальная цена. Потом в карнисерии, вот как цены, по-моему, были год назад, так они, в Да, так и принципе, держится. То есть курочка, мясо. хорошая баранина стоит в районе, по-моему, 7 евро. Говядину я брал, по-моему, 7 с чем-то, около 8 евро. Да, И да. фарш мы брали, по-моему, фарш чуть дороже, по-моему, был. 9, что ли? 9 8, евро, 9 да. евро. Но это Ну, такой из карнисерии, не из Lidl и не из Aldi. может быть, вот мидии мы покупаем, может быть, они чуть-чуть подорожали. Ну, опять зависит от сезона. Стоили 2 евро, сейчас стоит 3 евро. Но это сезон, сейчас мы просто вот, надо сходить, кстати, в магазин. Вы знаете, посмотреть. ну, как бы я думаю, что как во всех странах сейчас, наверное, Европы, то есть, может быть, и не только Европы, то есть есть какое-то подорожание, там, но чтобы так вот прямо сильно, могу сказать, что жилье, оно, наверное, не упало. Я имею в виду новое жилье, которое вот продается, цена за квадратный метр, да, то есть Новое жилье подорожало. новое жилье подорожало, то есть у нас Неприлично. строится новая урбанизация, тоже как бы считается в Ариуэла Коста на второй линии, и цена где-то от 290 тысяч евро. Квартира 290 тысяч евро от этого ценник идет и выше. То есть это по моим таким представлениям это достаточно так вот, может быть, вот жилье подорожало. Но опять есть разное, есть в разных локациях, есть и дешевле, и дороже, есть и виллы за 2 миллиона, наверное, вот так вот. Ну, Но во всяком случае могу сказать, что за эти годы жилье, и новое жилье, и жилье, как говорится, с историей, оно не упало в цене. То есть нет таких вот цен, которые были как в 2014 году, когда цены падали, и мы видели были бешеные скидки, рекламы, что скидка, там, перечеркнутая цена, дешевле. Когда в Малаге почти на 50% скидки были. Я смотрела это даже дистанционно, и друзья нашего сына, они приобретали в Малаге как раз со скидкой 40% жилье двухуровневое с камином, то есть новое вот сколько жилье. стоило тогда, не помнишь? Я в не Малаге? помню, я как бы знала, что там цена гораздо дороже, и я вот так двигалась по побережью, смотрела, что уже вот Аликанте, вот это вот Ну, вся скажем наша так, часть когда мы дешевле сюда немножко. приезжали еще туристами, в Тервехе квартиры, я видел вот эти ценники. За сколько продавались. квадратов? Слушайте, я не знаю, Андрей, за сколько квадратов, ну, приблизительно, я не знаю, ну, не больше 100, наверное, квадратных метров, да? 290 тысяч Ну, наверное, евро. наверное, да. То есть такие 86, по-моему. средние квартиры, наверное, не скажешь, что большие. Хочу сказать, когда мы приезжали, в Тервехе висели вот на этих иммобилиариях, да, Иммобилария, да. висели вот эти вот шильдики, да, с квартирами. И очень часто попадались квартиры, которые стоили в районе 30-36 тысяч евро. Сейчас нет таких Да, квартир в сейчас этих вот местах. такое не попадается, да. За 50 я видел, за 56 видел, за 70 видел. Ну, опять-таки, вот смотрите, если какие-то города, и там цена 30 тысяч евро, допустим, или 40, то есть очень осторожно к этому относитесь, смотря какой город. Вот если Аликанте, Картахена или что-то такое, там, я не знаю, Валенсия, или что-то такое, то есть лучше съездить и посмотреть, потому что это могут быть неблагополучные районы, какие-то дома какие-то в ужасном состоянии, или что-то такое, соседство. Ну То вот есть, недавно я смотрел, как раз продается квартира, там прям своими словами написано, продается квартира с оккупастами. Да, То то есть есть это вы очень сами должны аккуратно. выселять, там, да, просто они их уже заявили, о них уже знают, что они там живут, уже следствие, суд идет, и в момент суда вы не можете их не выкинуть, пока вот не решится. Если судом. цена хорошая, то тогда на рынке обманывают на весах. Ну, нет, я тут не соглашусь. Во-первых, мы ходим к продавцу, и, кстати, поначалу мы даже перевешивали дома, все как бы у нас Есть лайфхак, сейчас совпадало. расскажу. У нас совпадало, но это мы уже ходим, например, к продавцам, которые знают нас, ну вот по 5 лет практически. То есть он уже развивался на наших глазах. Это, кстати, вот об уровне жизни, да. То есть начинал вот этот продавец, например, на рыночке, у него было маленькое местечко, сейчас он уже так расширил, место побольше, у него тент стоит. А одна молодая пара, мы тоже к ним ходим, они уже даже открыли вторую точку на рынке, у них 2 точки. Не, Ну, родственники там Самый помогают. главный момент, не покупайте в одном месте все. То есть берите, Да. если вам нужно, допустим, баклажаны, возьмите вот у этого баклажана. Тогда вас не обманет, потому что когда вы покупаете несколько товаров, конечно, мы сталкивались также в самый первый раз на рынке в Теревехе, когда брали несколько товаров, и нам что-то все, и потом мы думали, что-то как-то дорого получилось. То есть, конечно, могут обмануть на рынке продавцы, но если вы берете вот именно конкретно один пакет там, весом 2 килограмма, и вам говорят 2 евро, ну как вас обманет?
Нет, у нас даже вот этот продавец, которого мы уже знаем, он даже иногда бывает так вот, покупаешь яблочки, он еще там яблочек положит или Мгм. помидорок положит, амигу там и так далее. И я помню, что там другой, который чесночок, ну, он стал уже не только чеснок, он там расширился тоже, у него дыньки, он говорит, а это тебе там, Видите, у нас блат уже на а рынке. это, говорит, тебе там обратно денежки, ты свою сеньору, то есть меня, А, кофе напоедаю, кофе, помню. это вам на кофе, сеньора, идите кофе пейте. Ну, на самом деле очень приятно, потому что уже они так это по-дружески общаются. Мы их видим уже не первый год. Он не будет уже, знаете, как есть на рынке такие, как мы их называем, перекуп. Это у нас было еще там из Питера такое название, да? Мгм. Которые действительно, они подороже у них продукции, может быть, они где-то что-то там. Мы один раз так папайю покупали по первости. Да, а Вот потом у таких. решили, что в Меркадоне та же самая папайя, только дешевле. Короче, наш совет, смотрите всегда, что в магазине, какие цены, сравнивайте с рынком, смотрите, какой продавец. Бывает, что там, если где людей побольше, где покупают сами испанцы, с кем вот он общается и так далее, то там, значит, стоит присмотреться, стоит что-то купить. Мы всегда так относились, мы всегда смотрели в магазине, что берут испанцы первый год. То есть мы смотрели, всегда я приходила и смотрела, что там женщины берут, какое молочко, какое это, еще спросишь, это вот вкусно, они всегда, да, там начинают рассказывать. Также мы всегда смотрим, где кафешки, где сидят местные, значит, там проверено, там вкусно, там цена-качество, то есть это уже вот как-то так, то есть присматривайтесь. А на недавно в рынке. Карнасери, Наверно, когда, могут когда мы что-то зашли с обманывать. Татьяной, и стоял за прилавком молодой парень, и он нас увидел, и более пожилому сеньору, тоже продавцу, он ему сказал на испанском, это, говорит, твои клиенты. То есть нас уже узнают. Так, И вот подошел Наталья наш. пишет, интересная особенность в Испании, цена на ценнике стоит, но на кассе прибавят налог 10%. Так что к ценам надо прибавлять 10% налог. Первый раз слышал. Это В может быть Америке в Америке? есть. В Америке такое. Я что-то в Испании Нет, в не Испании видела. Где, такого в нет. каком магазине, и в каком регионе мы вот смотрим, как на кассе, так в чеке. Не, может быть, вы, когда вам называют цену, допустим, в любом, если вы заказываете какую-то услугу, вы, если смотрите там в каких-то промышленных, технических магазинах Там она какую-то выделяется. продукцию, обычно говорят цену, да, без НДС, потому что тот установщик или те люди, которые занимаются монтажом, они вот, просто мы сами Да. этим Может занимаемся. быть, поставка товаров И масштабная. здесь сделано так, что считается, что цена наша вот такая вот, а то, что вы платите, условно, 21% налог НДС, то есть это не мы нацениваем 21, это наша страна наценивает. И поэтому весь расчет всех пресс делаются именно без НДС, но снизу пишутся тоталь, там ИВА, кон ИВА или син ИВА. Син ИВА это без НДС, кон ИВА это с НДС. И дальше Наталья пишет, и так все в Мгм. этом числе и квартиры, цены без налогов. Слушайте, Конечно, но именно по этой да, причине. это Потому что да. когда человек продает, когда строитель продает дом, он продает дом. А то, что налог наценивает государство, это вы живете в этом государстве, вы сюда приехали, вы согласились с условиями этого Ну, государства. добропорядочные риэлторы должны предупреждать, что если вы выбираете эту квартиру или вы этот виллу или вот этот вот домик, вы должны еще 10% заплатить Нас не предупредили, кстати, налог. Нас не предупреждали. Вот поэтому, если кто смотрит нас в риэлторе, пожалуйста, предупреждайте людей, потому что для людей очень много сюрпризов. Уже вот 10% налог, плюс потом различные там налоги, декларации и так далее. То есть советуйте им адвокатов, которые будут вести их какие-то вопросы и дела. Хотелось бы, я знаю, что есть очень добропорядочные риэлторы на территории Испании, я не буду никого рекламировать, но есть вот такие, которые даже как вот нам, наша риэлторша, она не сказала, и очень много как-то упустила моментов, и потом, ну, в общем, там много было разного. А вот по поводу, как в магазине, вот в Лиделе, если В приходишь, Лиделе нет, цена с я и в НДС. Меркадоне, и в Алькампо, то есть Мгм. цена с НДС. В таких магазинах, да. У меня Я сюрпризов нет. задавал вопрос у испанца. А вот в Америке, Мгм. кстати говоря, извини, что перебью, в Америке, кстати, есть такая вещь, и там всегда предупреждают, что на кассе будет продовольственного магазина плюс 10%, Плюсоваться, по-моему, да, да? 10%. Ну, смотря на какие товары. То есть на продукты Ну, в общем, меньший налог, ну, как везде. Ну, в общем, на кассе будет больше. Я да, этот вопрос цена. задавал у испанца, который занимается продажей солнечного оборудования, ну, большой альмасен, такой склад. И я спросил, говорю, почему вот у вас в Испании там все цены вот идут без НДС, почему вы, говорю, вы таким образом там вводите заблуждение? Он говорит, нет, говорит, мы показываем, что когда вы покупаете какой-то товар, то есть вот наша цена как продавца, как вот производителя, вот такая вот. И каждый испанец должен видеть, сколько он
платит потом своей стране налогов, чтобы потом требовать как бы со своего правительства за дороги, за хорошую инфраструктуру, за хорошую жизнь и так далее. И когда человек видит цену не с НДС полностью, а когда он видит, сколько это стоило и сколько я заплатил налог, тогда человек идет на выборы, выбирает мэра. Мэру, вот мы видео сняли про Аликанте, да, через неделю Аликанте закупила 50 с лишним поливалок, которые будут мыть город. Надеюсь, не без нашей помощи. Надеюсь, да. Так что человек, когда он видит, сколько он платит налогов, вот у нас, допустим, когда у нас был бизнес в России, когда наши работники получали зарплату, они не видели, что мы за них еще 43% доплачиваем. Это был и НДФЛ, это и все налоги, которые все в сумму. И когда просят зарплату, и ему говоришь, что, ну так, смотри, мы тебе заплатили, ну, в кавычках, да, уменьшим, мы тебе заплатили, твоя зарплата 100 тысяч, но мы заплатили за тебя еще 143. То есть мы половину твоей зарплаты заплатили налоги. Но если бы наши граждане видели эти налоги, какие они платят в своем государстве, тогда, наверное, у нас и дороги были бы хорошие, и сельское хозяйство было развито, и яхт поменьше плавала, кстати, в Картахене. Ну, при этом, если ты идешь в Lidl, ты видишь, вот молоко стоит евро 0,5, ты Это на кассе будешь оплачивать евро 0,5, то есть это уже с налогом, то есть нет такого сюрприза, что на кассе, как в Америке, поначалу люди, они получали сюрприз. То же самое, если ты идешь в сетевой магазин, не сетевой промтоварный магазин, я покупаю сумочку, какую-то юбку, кофту, если я вижу это на ценнике, либо со скидкой, либо с чем-то еще, то есть на кассе я плачу и это, мне ничего не прибавляют. То есть, чтобы люди, которые не приехали сейчас в Испанию, чтобы вы не пугались и не думали, что и в магазине там прибавляется, как в Америке, за продукты, за одежду, здесь такого нет. Действительно, если вы покупаете новое жилье, приплюсовывайте сразу 10%. Если вы купили виллу за 2 миллиона, 10%, по-моему, да, 10%? Строительство 10%. Строительство 10%. Поэтому... А так НДС 21% на продукты. Да. Еще один момент, если вы заходите в продуктовый магазин и вы видите там яблоки или хлеб или еще что-то, всегда обращайте внимание, что в Испании обязательно, как говорится, облигаторию должна быть цена за килограмм. То есть и вы можете выбрать, потому что здесь нет такого, что если яблоки 900 грамм, да, или килограмм, и вы видите цену ниже, и, соответственно, хватаете этот пакет, который на самом деле меньше весит. Поэтому в каждом ценнике должно быть указано, и она так и есть, цена за килограмм. И вы не смотрите цену за пакет, а вы всегда смотрите цену за килограмм. Цена за килограмм, да. Она может быть немножко меньше шрифтом. Нет, ну на каждом ценнике, во всех магазинах, сетевых, Меркадона, Алькампо, Альди, Лидл, везде есть ценники, где указана цена за килограмм. Там то же самое на рынке, если вы видите цена там за яблоки, евро 20, например, центов, вы взвешиваете, считаете, смотрите на весы, смотрите, то есть он не приплюсовывает к этой цене еще какие-то проценты. Конечно, там, налоги, то есть это цена. Вот я хочу, чтобы люди, которые смотрят нас из других стран, а не из Испании, понимали, вот где приплюсовывается налог, а где нет. То есть в продовольственных магазинах вы как ценник видите, вот это вы платите на кассе. В чеке там будет выделена вот эта, по-моему, графа, какой налог, да? Да. В чеке, если чек почитать. Ну, а когда вы заказываете... В ресторане точно так же, то есть там не облагают, то есть... Так, у меня... В ресторане, по-моему, то же самое, то есть как вот есть кофе там евро 50, так он и будет у вас на выходе евро 50. Погоди минутку, чтобы мы это... Мы 47 минут в эфире. У нас в Астурии... Так, Лёш, чуть-чуть. У нас в Астурии сейчас сезон каштанов. Почти в каждом магазине и фрутериях. А на юге тоже продают каштаны? Продают. У нас в Лиделе тоже завезли каштаны. Но мы, правда, еще не покупали. Но не в таком... В Севилье мы как-то каштаны ели тоже, жареные каштаны на улицах. Ну, не в таком объеме, наверное, да. Вот. Я расскажу почему. Потому что у нас запрещены были мангалы в течение лета. И вот с 1 ноября запрет снимается. По-моему, до апреля месяца можно сейчас пользоваться мангалами, вот этими местами отдыха, где есть оборудованные места. Кстати говоря, каштаны, вот нашему старшему сыну очень понравились, он сказал, что очень вкусный каштан, так что приедем к вам скоро, в Астурию есть каштаны. Мы собрались ехать в декабре к вам в Астурию и с удовольствием посмотрим. Но это пока секрет. Но с удовольствием посмотрим Астурию. Ладно, так, Василий пишет, если не секрет, почему Торревьеха, а не другой город Аликанте, Валенсия? Смотрите, мы не живем в Торревьехе, Василий, мы живем в Ориуэла-Коста. Это совсем другое место, это не город Торревьеха, мы относимся к городу Ориуэла. Он действительно находится рядом, где-то в 7 километрах от Торревьехи, но у нас другой муниципальный наш город административный, это Ориуэла.
на границе, можно сказать, с Мурсией. Вот, Ревиху мы для себя не рассматривали. Действительно, были, когда не знали, еще приезжали, и нам риэлтор показывала, но нас что-то не впечатлило. В Аликанте, ну, нас пока тоже не впечатлило. По своим каким-то критериям, я не хочу никого обижать, живущих в этих городах. У нас свои впечатления какие-то у людей свои. Кому-то нравится, не нравится, мы все разные, поэтому давайте не будем впадать в эти подробности. Валенсия нам нравится город, но мы приобретали изначально жилье для отдыха, поэтому хотели и не в большом городе-миллионнике, так как из Питера приехали из миллионника, хотели в таком маленьком месте, хорошем пляжике, тишина, покой, виллы, англичане. Нас это вот очень устраивало и устраивает сейчас. Но крупные города нам нравится посещать, и Валенсия нам тоже очень нравится, смотря какой район, смотря с какой целью, с культурной целью мы всегда посещаем. Рядом есть у нас также Мурсия, Картахена с культурными целями. Локация нам наша нравится. Почему? Потому что тут недалеко частных 2 колледжа. Один из них мы выбрали для учебы нашего сына, который он закончил. Равно удалены город Аликанте, 50 километров, Мурсия, Картахена и Эльче, то есть 4 крупных города. Нам нравится, что мы на границе с коммунидадом Мурсия, в котором всегда работают магазины, в котором есть цены даже пониже ценник на многие вещи. Вот так уж сложилось, да, Валенсия подороже, Мурсия подешевле, как нам кажется. Наше такое мнение. И нам нравится, что есть возможность равноудаленно путешествовать в Малагу и в обратную сторону, то есть в другую сторону, за Бенидорм, Валенсию там, и так далее. То есть с точки зрения путешествия, 2 аэропорта, с точки зрения путешествия на автомобиле мы выбирали этот город. Для отдыха там вообще шикарно, пляжи, жилье, есть домики, виллы, квартиры, апартаменты. Розовые озера, Мар Минор. Розовые озера, лечить аллергию, красивые, ну, как натуралеса, то есть природа. В общем, вот как-то так. Изначально мы крупный город не выбирали. Но если бы выбирали, наверное, это могла бы быть Валенсия. Наверное, это, если не смотреть на море, возможно, это могла бы быть Севилья, она мне очень нравится. Там есть университет, тоже очень красивый город. Малага нам очень нравится город. Ну и путешествуя на север, я вижу, что очень красивый город Хихон. Овьедо. Мы там даже познакомились с местными очень интересными людьми. Это про то, как местные, да, не очень общаются, не хотят как-то это. Нет, очень хорошо нас восприняли. Очень интересное такое сообщество научное. Вот. Хихон, Овьедо, очень красивые города севера. Вот таким образом. Но Мадрид и Барселону, Каталонию мы посещали. Как-то мы ее не выбрали, она нас не впечатлила. Вот. С точки зрения Гауди посмотреть произведения Барселоны, да, это классно. Мадрид — это столица. Ну, столичный регион мы сразу не стремились. Вот. Ну, хотя он очень красивый, там тоже красивый, есть и горы, там очень красивый, интересно. Мне нравится Мадрид. Мне возможно, мы могли бы жить и в Мадриде, нас не удивить пробками и крупным городом. Вот. Нас это не пугает. Но хотелось как-то к морю поближе. Как все русскоязычные, наверное, мы любим морюшко. Так, дорогие друзья. У нас есть сообщение. Читаю дальше. Андрей пишет: пожалуйста, подскажите цену на электричество и воду. А то ты сейчас завершишь эфир, и мы не ответим. Не, я хочу сказать, что мы 51 минут, сейчас мы ответим в эфире. Мы буквально до 60 минут, еще буквально 8 минут в эфире, и выключусь, потому что я боюсь, что у меня выключится аккумулятор, сядет. Да, не будем рисковать, потому что мы не подготовились, мы хотели так вот выйти. Микрофоны мы взяли, но не зарядили. Рассказываю про электричество. Когда мы сюда приехали и заключили первый договор с Ибердролой, у нас электричество стоило 16 центов за киловатт. Вот у нас сейчас на сегодняшний момент электричество стоит 16 центов за киловатт. Ничего не повышалось. Многие перепрыгивали с одной компании на другую. В каких-то компаниях доходило, когда заключаешь новый договор, то есть до 40 центов за киловатт. Но сейчас очень просто ввели такие законы, что вы можете раз в 2 недели поменять оператор. То есть, если вам не нравится цена, вы можете перейти на того, у которого низкая цена. И сейчас, ну, в основном, вот, основное количество операторов по электроэнергии, они дают цену вот именно 16 центов, ну, до 20, это достаточно нормально. Есть цена 3 цента и 5 центов, это если у вас есть электромобиль, или если у вас есть солнечные панели. И, соответственно, все достаточно, как говорится, дешево и сердито. Так, а на воду ты сказал, да? Не, воду не сказал. Воду мы платим, тоже вода, цена не поменялась. Воду мы платим раз в 3 месяца, и цена такая несущественная, что я даже не помню, сколько она стоит. Ну, что-то там вроде 30, что ли, евро. 30 евро за 3 месяца, так, да, где-то так? Ну, несущественная, скажем так.
Ну, мы как бы, знаете, стираем и посуду Не моем. ограничиваем себя. Мы, ну, посудомойка и стиралка, то есть вот как-то так. То есть по мере надобности мы не экономим на этом, потому что, ну, чистота– залог здоровья, сами понимаете. То есть и дом убираем, Да, и но у нас стоит душ солнечный коллектор, принимаем. воду греет солнце, и, Да, соответственно, да. тоже И душ потребление принимаем, небольшое. нас 4 человека, так что вот считайте, на четверых это, в принципе, не очень так вот обременительно с этим, потому что, ну, запугивают очень часто этим, что там вода, свет, ну, действительно, может быть, как-то подороже, но мне кажется, сейчас во всех странах немножко ценник-то поднялся, нет? Коммунальный. Ну, не знаю, вот напишите как раз под этим видео, Да, из да. какой вы страны и поднялся у Так. вас ценник за коммунальные Джо-Джой, услуги. Вариуэла Коста, нам понравились таунхаусы, а также много зелени, будто в Да, Калифорнии. совершенно верно. Да, это считается дачное место для испанцев. Его очень любят англичане, бельгийцы очень любят. У нас есть французы, жители из Германии приезжают. Очень много приобретают жилье именно как летние дачи. И зимой очень много живет. Вообще англичане жили всегда раньше, даже круглый год тоже очень много. Они домик выбирают немножко подальше от моря, чтобы было так более сухо. А все русскоговорящие хотят с видом на море. Наши знакомые все выбирают квартиры, виды, там, таунхаусы с видом на море, чтобы вот любоваться. Ну, не хватает нам морюшка. Вот так вот. Место действительно хорошее, зеленое. У нас есть очень хорошие пляжи. Иногда спрашивают, какой лучше, хуже. Ну, есть разные. Есть пляжи для собачек, для нудистов. Разные с пологим входом, бухточками. В общем, спасибо, что, да, хвалите наши места, они у нас красивые. Впрочем, так же, как и Астурия. Нам тоже очень понравилось. Вот, что еще тут? Василий пишет в нашей... Так, не поняла я. Если не секрет, почему Торревьеха, а не другой город. Это Валенсия. Так, это мы читали. Василий пишет, в нашей земле в Германии 0,25 центов в Германии. Мгм. 0,25 центов. Ну, сейчас немножко пониже. У кого-то были цены и до 25 доходило, но сейчас снизились. Вот, Андрей пишет, солнечные батареи– это сила. Да, совершенно верно. Очень многие переходят и довольны. У нас есть довольные клиенты, у которых вот уже в третий месяц подряд нулевая цена за электроэнергию, учитывая, что, ну, сейчас понятно, что это август был, там июль, август, сентябрь, то есть такие месяцы. Андрей, но- вы, наверное, пользуетесь солнечными батареями, нет? Потому что есть у нас да. зрители, подписчики, у которых установлены солнечные батареи. Я думаю, кто установил, вот это то же самое, что те, кто пересел Интересно. на электромобиль, они обратно не хотят уже на бензин, потому что привыкают, уже Да-да. стиль жизни совершенно другой. Да-да. Также те, кто установил солнечные батареи, коллекторы на нагрев воды, и уже не хотят платить. Зачем платить, если можно не платить? Это же все Но просто. опять-таки все должно быть выполнено грамотными людьми, все должно, потому что есть очень много разочарований. Вот я Ну да, мы свои сталкиваемся периодически. ремарки ставлю, да, есть очень много людей разочарованных, потому что им или неправильно установили, или неправильно рассчитали, или там как-то не полностью, не стопроцентно эффективная выработка, и они не получают того, что им обещали, что вы будете там с нулевым этим балансом получать счета, а на самом деле там идет какая-то денежка, то есть они неэффективно работают, если неправильно спроектировано, установлено, может быть, оборудование, может быть, что-то еще. Есть какие-то моменты, вот как нам из Польши люди говорили, там где-то что-то квартиры, ну, даже загорали, даже пожары были, то есть, ну, это явно вот что-то, какой-то косяк или неправильность работы и установки прежде всего. То есть вот это тоже надо, наверное, на это обращать внимание. Но мы будем вам рассказывать, поскольку это вот тема Алексея и тема... Так что кто, наша такая кто первый раз у нас на канале, обязательно подписывайтесь. Да, есть у нас еще каналы, подписывайтесь туда, там мы говорим как раз о зеленой энергетике, Алексей рассказывает, и думаю, что кому-то это будет интересно, полезно, мы будем вам периодически рассказывать, показывать и как бы держать вас в курсе всех событий, в курсе вот этих вот событий, связанных с солнечными панелями, с изменениями в Испании и с тем, что мы можем вам полезного рассказать в этой сфере. Вот Андрей пишет, Вова, сейчас в Украине 1 киловатт 2 евро. Да не, ну что-то очень много. Кстати, у меня вот на Сейчас в втором Украине 1 канале, киловатт 2 который у меня от компании ГС Электро, вы можете найти его тоже в сети. У меня в последнее время очень много подписчиков как раз из Украины, и мы Мгм. делимся, я вижу, что Там, наверное, очень более тема так вот, очень интересна. тема солнечных Очень панелей. много таких грамотных вопросов задают, и я очень благодарен людям, которые действительно не стесняются, пишут о своих Да, проблемах, да. мы совместно их решаем. Кстати, это очень полезная тема, и я так понял, что да, очень Это актуально. И на много Украине, людей наверное, это все-таки более так вот актуально, да, переходит развито, именно да? на зеленую энергетику, да. Мгм. Потому что, Мгм. да, действительно. Ну, это вот 1 киловатт 2 евро. Да? Ну, я не знаю, я, кстати, вот Вот так. задам вопрос. И это для населения, для предпринимателей. Ага.
Для предпринимателей. Нет, это для населения. А. Точка. Для предпринимателей. Ошибся. Спасибо. Счастливо для населения 0,60 евро. Ага. 0,60 Ну, евро. все равно это высоковатая цена, конечно, но я думаю, все равно 0,60. 60 центов. люди все перейдут на солнечные панели и Может быть, это снизится со временем, да? во-первых, и цена снизится, потому что здесь в Испании тоже, когда вот только разрешили устанавливать солнечные панели, массово все это дело пошло, и сейчас эта цена действительно снижается, по крайней мере, она не повышается на электроэнергию. Вот что мы это и видим. Так, ну, Мгм. это у меня уже в Инстаграме там что-то так. Татьяна, у нас 2 минуты. Ну что, дорогие друзья, мы рады были с вами пообщаться. Много интересного мы тоже от вас узнаем всегда, когда общаемся в прямом эфире. Сегодня у нас такой воскресный и не запланированный. Ну, надеюсь, вы нас за это простите. Будем иногда так. Просто хотелось сказать, что в Испании все в порядке. Не надо слушать тоже слухи, смотреть какие-то гипертрофированные новости, может быть, которые пишут, что там все погибает, засыхает, и воды нет. Я думаю, что, слушайте, ну если Арабские Эмираты там расстроили пустыню и да. опресняют воду, и строят такие шикарные сады, у них построены, и намывные острова, ну что Испания опреснительной установки не имеет? Конечно, вода опресняется, ну пусть есть какие-то трудности с дождями в апреле вот 23-го года, ну год на год не приходится. Мы знали и года, когда Было очень год много офлея, были дождей, ливни, да. даже наводнения, и было очень много дождей. Я думаю, что ну, все проблемы в жизни преодолимы, лишь бы все было мирно и спокойно везде. Вот это самое главное. Самое главное беречь друг друга, дружить, нести добро только в мир. И, в общем-то, вот так. Ставить лайки, когда заходите не на наш писать канал. гадости, не сеять раздор и агрессию вокруг себя. Вот чем нас покупает Испания, что здесь уровень агрессии достаточно минимальный, и мы давно сюда приехали, еще давнее хотели сюда переехать. Открыли для себя ее, когда с островов, когда дети еще были маленькие. Вот, и уже знали, что мы, как говорится, хотим жить в теплой стране, несмотря на то, что я ленинградка, там во многих поколениях. Вот. Но я знаю, что такое жить в Ленинграде, и в холодах, и в голодах, поэтому вот хотелось жить в солнечной, теплой Испании с апельсинами, с апельсиновыми полями. Поэтому, Ну что, у нас есть еще? дорогие друзья, вот так Наталья пишет: отлично, ждем вас в Астурии. Да, с удовольствием приедем. Так, Джо-Джо, присоединяюсь. Всего хорошего. Всего хорошего, дорогие друзья. Берегите себя, будьте Спасибо. счастливы, здоровы. И пусть у нас, как говорится, будет мир во всем мире. Спасибо, что вы были с нами в этом эфире. Всем удачи, добра и позитива, хорошего настроения. Все будет хорошо. Так, Солнце пишет: Hasta спасибо luego. за эфир. Que tengas un buen humor cálido. Спасибо. Спасибо большое. И вам тоже хорошего кетенгас un настроения. buena ночи, да, уже Sí. вечер. И вам хорошего настроения, здоровья, оптимизма. Верим в лучшее И все у нас получится. и движемся дальше. Все, друзья, Всё, увидимся. друзья, пока, вновь. до Чао, следующего чао. эфира. Hasta luego. Еще кто-то написал. Солнце пишет. Ну, там лайки, смайлики. Всё. Всем Пока-пока. Чао-чао, друзья. Чао-чао.